Ло Фэн перешел уже все границы. Король семи мечей куда сильнее короля Млечного Пути. Ты почему-то стал медленнее. Ло Фэн уже очень силен. А что можно сказать о экспертах на уровне непобедимого короля? Среди множества ярких звезд есть два имени, что до сих пор эхом звучат во вселенной. Это Ло Фэн, король речного клинка, и король семи мечей. Оба непревзойденные гении, рожденные в разные эпохи. Оба обладали силой, способной сотрясать небеса. И оба вызывали трепет даже у бессмертных. Но вопрос остается, кто из них стоял на самом вершине превосходства? Когда Ло Фэн впервые достиг уровня хозяина мира, имя его уже начало распространяться по вселенной. Его путь от обычного человека до хозяина мира был поистине чудом. Его потенциал был пугающим, понимание законов глубинным, а воля несокрушимой. Во время ранних приключений Ло Фэн попал на континент жертвенного пламени, пагоду внешнего поля битвы. Ради ценнейшего сокровища он оказался окружен царем пурпурного колокола и 18 верховными бессмертными. Любой другой хозяин мира погиб бы под таким напором. Но Ло Фэн совершил невозможное. Один за другим 13 пиковых бессмертных пали от его клинка. Та битва не просто показала его силу. Она провозгласила, что Ло Фэн превзошел пределы своего уровня. Хотя он все еще оставался мастером мира, его мощь уже достигала уровня сильнейших королей. С того дня бесчисленные бессмертные видели в нем восходящую звезду. Но за тысячи лет до восхождения Ло Фэна во вселенной уже правил другой воин – король семи мечей. Во время легендарной битвы за Звездную башню, где бесчисленные пиковые бессмертные сражались за древнюю божественную структуру, король семи мечей стал живой легендой. Своим сокровищем, клинком пустоты, он в одиночку уничтожал группы пиковых бессмертных, управляя 7 телекинетическими мечами, что прорезали хаос, подобно божественным молниям. Его сила была такова, что даже бессмертные, жившие миллионы лет, дрожали перед ним. После той битвы его имя прогремело по всей вселенной, а сам он стоял непоколебимым среди тысяч воинов, словно шторм из света и стали. Король семи мечей — это мастер духов, вышедший из дадзё огромного топора и ставший одним из главных гениев. Он был гением номер один своего поколения. Хотя его талант и скорость развития не дотягивали до уровня Ло Фэна, он все же превосходил даже кого-то вроде Баланя. Прорвавшись к бессмертному, он был принят в ученики одним из мастеров вселенной из дадзё огромного топора и за несколько эпох приблизился к уровню непобедимого бессмертного короля. Благодаря заботе со стороны человеческой расы, наставлениям своего учителя, своим способностям и особым встречам, он стал легендарной фигурой уровня бессмертного короля, сравнимой с обычным почтенным вселенной. Раса автоматонов назвала его третьей целью для убийства. Во время битвы за запечатанную звезду он подвергся нападению короля падения жизни и лагеря расы автоматонов, но легко отбил атаку башни разложения. Из-за своей важности и ценности запечатанной звезды он едва ли заметил Ло Фэна в тот момент. Но когда мастер небесных волков раскрыл, что Ло Фэн — король клинков реки, он заинтересовался им как своего рода соперником. Король Семь Мечей также следовал пути бога-зверя и был одним из наследников на острове Баухиния, даже получив сокровища из страны сокровищ. Хотя в сражениях в мире славы он считался посредственностью, его наследие Семи Мечей, наследие бога-зверей, его сокровища и его способность выживать делали его устрашающим в реальном мире. Несмотря на величие обоих, их пути были совершенно разными. Сила Ло Фэна происходила не только из опыта сражений. Его человеческий клон, созданный Цзо Шанькэ, обладал душой небывалой силы и несокрушимой воли. Даже будучи мастером мира, мощь его души превосходила множество бессмертных. Его понимание закона металла почти достигло совершенства, позволяя управлять энергией Вселенной с беспрецедентной эффективностью. Каждый удар, каждое движение несли в себе силу космических законов. Король Семи Мечей, напротив, следовал иному пути – пути дисциплины, точности и ужасающего контроля. После обретения бессмертия он стал личным учеником мастера Вселенной из Великой Арены Топора,
одной из самых могущественных фракций человечества. Под тем наставлением его понимание законов Вселенной росло с немыслимой скоростью. Всего за десятки тысяч лет, миг по меркам космоса, он достиг вершины уровня короля, получив титул непобедимого короля. Его главным оружием был разум. С помощью телекинеза он управлял 7 мечами, создавая трехмерную сеть атак, из которой не мог вырваться никто. Каждое движение мечей было точно до микрометра. Каждый удар — воплощение законов, что он постиг. По техническому мастерству король 7 мечей был устрашающ. Его схватка пустоты, артефакт, способный искажать и дробить пространство, дарила ему и контроль, и разрушительную силу, делая его опаснейшим противником как вблизи, так и на расстоянии. Однако в сравнении с ним арсенал Ло Фена был поистине легендарен. Его снаряжение было не просто сильным, оно было идеально сбалансировано под его стиль боя. Тем временем 7 мечей короля 7 мечей образовывали единый комплект, создавая смертоносный поток атак, искажая окружающие законы Вселенной, перекрывая противнику путь к бегству и атакуя со всех направлений. Его схватка пустоты усиливала контроль над пространством, позволяя управлять не только полем боя, но и движениями врага. По качеству сокровищ оба находились у вершины уровня королей, но комбинации Ло Фена были более универсальными и подходили для любых условий. Главное различие между ними заключалось в потенциале. Путь Ло Фена не закончился на титуле короля. Он продолжал восходить, постигать, эволюционировать. Его сила на уровне хозяина мира была лишь отблеском того величия, что позже сделало его одним из самых грозных существ во Вселенной. Король 7 мечей, напротив, воплощал вершину, до которой мог дойти король, не перешагнув за границы своей ступени. Его почти непобедимая сила сделала его одним из величайших защитников человечества во времена войны за Звездную башню. Его имя значилось 3-м в списке ликвидации механической расы, месте, где упоминали лишь существ ужасающей силы. Даже сам король судьбы, один из самых страшных убийц космоса, был направлен, чтобы уничтожить его. Это одно уже доказывало уровень его угрозы. И все же, если бы столкнулись эти два титана, Ло Фен во времена своего расцвета как великий король и король 7 мечей на вершине своей мощи, их бой стал бы воплощением контраста. Ло Фен — взрывной, адаптивный и обладающий почти совершенным пониманием законов, доминировал бы в ближнем бою. Король 7 мечей, напротив, с помощью телекинеза удерживал бы дистанцию, атакуя 7 клинками со всех сторон. Его схватка пустоты пыталась бы подавить движение Ло Фена, а мечи, пронзая пространство, стремились бы завершить бой прежде, чем тот смог бы приблизиться. Но величайшее оружие Ло Фена никогда не было просто клинком. Это была его воля. Его инстинкты закалились в битвах куда более кровавых и безысходных, чем те, что испытал король 7 мечей. В конце концов, хотя король 7 мечей и был почитаем как почти непобедимый, Ло Фен на уровне короля стоял выше самих титулов, его рост не имел границ, а понимание законов развивалось со скоростью, что поражало даже почтенных Вселенной. Если бы они встретились в ту эпоху, их битва расколола бы галактики и разорвала бы саму пустоту, но исход, вероятнее всего, склонялся бы в пользу Ло Фена. Король 7 мечей когда-то правил своей эпохой, управляя смертью с непревзойденной точностью и изяществом, но Ло Фен превзошел его. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вам этот интересный персонаж, король 7 мечей и его сравнение с Ло Феном. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока!